Ну вот, мальчик, к тебе пришла мать. Успокойся, егерь. Ты мне никто. И никто не смеет до меня дотрагиваться. Я здесь жду свою настоящую мать, которая прилетела с неба, чтобы забрать меня из этой вашей деревни. Грязная нищенка не может быть моей матерью. Владимир Высоцкий в одной из своих песен «Книжные дети» говорил о том, что если ты читаешь нужные книги, то непременно вырастешь настоящим человеком. То же самое можно сказать и о фильмах, на которых выросло несколько поколений советских школьников. В 1983 году на экраны страны вышла картина, которая называлась «Сказка о звездном мальчике». В этом фильме, снятом по произведению Оскара Уайльда, заложены такие понятия, как добро, уважение к близким людям, ответственность за чужую судьбу и раскрыты темы прощения и раскаяния. Ну идемте же, идемте играть. Я никогда больше не буду играть с вами. Ну почему? Потому что у меня теперь есть сердце. Главную роль звездного мальчика сыграл московский школьник Павел Чернышов. Эта работа в кино оказалась единственной в его фильмографии, и решение об этом он принял самостоятельно. О том, как сложилась его судьба, мы хотим рассказать в этом видео. Москвич Павел Чернышов появился на свет в январе 1971 года. Его родители были инженерами, которые не имели никакого отношения к творческой стезе. В кино мальчик попал совершенно случайно. Однажды на катке Павла заметила ассистент режиссера Леонида Нечаева и пригласила на пробы к новому фильму про звездного мальчика. До этого режиссер Леонид Нечаев, известный своими фильмами «Приключения Буратино» и «Про красную шапочку», уже отчаялся найти актера на главную роль звездного мальчика. На пробах перебывали несколько десятков мальчишек, но ни один из них, на взгляд режиссера, не подходил. Павел Чернышов был утвержден почти сразу. В нем было то, что искал режиссер – внешность сказочного принца и задатки драматического актера. Сам же Чернышов вспоминал, что и не думал играть на съемочной площадке, а просто поверил в происходящее и жил жизнью своего героя. Вот она! Взять ее! Мама! Я умоляю тебя! Беги! Мама! Мама, беги! Да беги же ты! О, стоит. И ничем нельзя помочь. Да, об этом раньше нужно было думать, до начала эксперимента. Картину снимали в 3 республиках Советского Союза – Украине, Белоруссии и Грузии. Поэтому съемочной группе и всем актерам выпала возможность увидеть разные уголки огромной страны. В глубине души Паша надеялся, что во время съемок можно будет забыть о школе и уроках. Но Леонид Нечаев был не таким человеком, чтобы забыть о том, что детям нужно получать знания. В киноэкспедицию были приглашены учителя, которые занимались с детьми-актерами. Сам Леонид Нечаев занимался со своими подопечными актерским мастерством, добиваясь от них профессиональной игры. После выхода картины Павел Чернышов стал звездным мальчиком уже в реальной жизни. Популярность была настолько высокой, что он не мог спокойно выйти из дома, так как у подъезда дежурили поклонницы. Письма с признанием в любви юный актер получал несколько лет после выхода фильма, и в школе, где он учился, ему также не было покоя от свалившейся славы. Все эти обстоятельства повлияли на дальнейшую судьбу Павла Чернышова. Он решил не связывать свою судьбу с кинематографом. К тому же и родители мальчика хотели, чтобы тот получил солидную профессию. После школы юноша поступил в университет Дружбы народов на инженерный факультет. Как и многие его сверстники, Павел служил в армии 2 года. В 90-е годы его профессия инженера оказалась невостребованной, и молодой человек занялся похоронным бизнесом. Личная жизнь бывшего актера сложилась вполне счастливо. Павел женат и воспитывает с супругой сына и дочь. О своем актерском прошлом мужчина очень скупо вспоминает в редких интервью прессе. В этом году Павлу Евгеньевичу Чернышову исполнилось 50 лет. Пожелаем же ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.